хотел начать это видео с какого-нибудь банального клише и сказать что-то типа того: подписчики задаются вопросом, как в Грузии празднуют Новый год. Что? Кого я обманываю? Никто ничего не задает. Какие могут быть вопросы? Новый год и есть Новый год. Все элементарно. А нет, на самом деле есть некоторые нюансы, тонкости, отличия, о чем я вам скоро и поведаю. Как вы, наверное, знаете, мы здесь недавно. Начинаем жизнь с нуля. Здесь, естественно, все для нас новое, неизведанное, многое удивляет и впечатляет. Даже в такой простой теме, как Новый год, есть свои тонкости. Это просто праздник какой-то. Расскажу по порядку. Ставим лайки и погнали смотреть. Итак, в этом выпуске вы узнаете, кто такой Товлис Бабуа, про символ Нового года Чичилаки, что накрывают на стол грузины, кто такой Меквле, как грузины помогают добру победить зло, про День судьбы и что ставят православные в Рождество на подоконник. Грузия удивительная страна, и, кажется, Всевышний не поскупился и щедро одарил эти земли благоприятным климатом, живописным ландшафтом с морем, горами, водопадами и уникальными целебными источниками. О том, как мы проводили 2021 год, посетив места силы, я уже показывал в предыдущем выпуске. Ссылку вы найдете под этим видео. А теперь настал момент рассказать, как празднуют Новый год в Грузии. И вот что мне удалось выяснить. Как в Грузии празднуют Новый год. Правильно? Это семейный праздник. Семейный. Много вкусных блюд. Большой стол, сациви, хачапури. Много разные. Заходите ко мне. Вот такой народ в Грузии. Так когда спрашивают о гостеприимстве. Грузинский народ нам здесь очень нравится. Очень гостеприимный. Не очень богатый, а в моем сердце очень богатый. Мы очень любим русские. Заходите ко мне, хинкали сделаю, сациви сделаю, пельмени сделаю, спасибо. Все сделаю. Как вас зовут? Меня? Да. По-грузински бульбули, а по-русски салами. В Грузии самобытно все, и даже Дед Мороз. Грузинский Дед Мороз, как гласит легенда, родом из высокогорного села в Сванети. Величают его Товлис Бабуа. Переводится с грузинского языка как «снежный дедушка». Товлис Бабуа – седой старик с длинной бородой. Одет он как самый настоящий грузин в понимании большинства, с буркой на плечах, патронами на груди и кинжалом на поясе. Но, хочу заметить, это не для устрашения, а лишь дань национальному костюму и почитаемым традициям. Как и подобает Деду Морозу, Товлис Бабуа приносит детишкам сладости и подарки в большом красивом украшенном бубенчиками мешке. Кстати, снежный дедушка, в отличие от Деда Мороза и Санта-Клауса, приходит к малышам один. Ни внучки, ни оленей, ни помощников эльфов у него нет. К сожалению, встретить настоящего Товлис Бабуа мне так и не удалось. Иначе, разумеется, я бы вам его показал.
Традиционно дома грузины наряжают как обычные елки, так и совершенно грузинское новогоднее деревце чичилаки. Это чичилаки, грузинский новогодний символ достатка и благополучия. Ставится на стол вместе со сладостями, украшается самым вкусным. По истечении праздников он сжигается, как уносит все плохое, то, что было в предыдущем году. Чичилаки ассоциируются у верующих с бородой святого Василия. А день святого Василия приходится как раз на 1 января, начало Нового года. С чичилаки ходит и старый млад. Все несут к новогоднему столу чичилаки. Даже в витрине магазина чичилаки стоит. Новый год, или Ахрицели по-грузински, это большой и всеми любимый истинно народный праздник. Как мне сказали, праздник это семейный, и грузины предпочитают приход Нового года встретить в кругу близких и родных людей. Чтобы наступающий год был обильным и щедрым, праздничный стол должен ломиться от разнообразных вкусностей. Это блюда из мяса, птицы и рыбы. Сациви обязательно. Хачапури, лобиани, баклажаны с орехами, разная зелень ароматная, соленья. Из лакомств на столе должны присутствовать газинаки, чурчхела, мандарины, что символизирует яркую, сладкую, как мед, жизнь в новом году. Пьют за праздничным столом красное вино и чачу. Первый тост поднимается за мир на грузинской земле и за ее процветание. Есть в Грузии интересная примета. Как известно, гостям здесь рады всегда. Не секрет, что грузины отличаются широтой души и своим гостеприимством. И в Новый год гостей ждут с особым трепетом, особенно первого. Согласно примете, от того, кто первый переступит порог жилища в праздничную ночь, насколько у него легкая нога, и зависит благополучие и счастье семьи в течение всего года. Такого гостя называют меквли. Естественно, все хотят быть счастливыми. Поэтому грузины иногда хитрят и приглашают в качестве меквли заведомо счастливого, успешного и благополучного человека, который гарантированно принесет в дом счастье и благоденствие. Он приходит и желает дому и всей семье здоровья и достатка. Но если год выдастся не очень успешным, сами понимаете, каким словом его вспомнят, и уж точно в другой раз не пригласят. Спать в новогоднюю ночь не принято. Надо обязательно бодрствовать. Меня, наверное, не слышно. Все гремит, все взрывается, громыхает по полной. Спать нельзя, даже если очень устал, иначе проспишь свое счастье. В Грузии верят, что в эту таинственную ночь боги посылают на землю разные блага. И если ты будешь спать, то все проспишь и ничего не получишь. Выстрелы в полночь, раздающиеся по всей Грузии, это древний ритуал, согласно которому каждый стреляющий непременно поражает злого духа. И значит, в наступающем году добро непременно одержит победу над злом. Кроме того, желательно погромче веселиться и есть побольше сладостей. Так празднующие привлекают в свою жизнь все самое доброе. Сколько мы идем, еще полицейских не видели. Все адекватно гуляют, никто не бузит. Все, концерт закончен. Народ недоволен.
Наша танцовщица не отпускает. Два часа ночи, концерт вроде как закончен, но народ не особо-то и расходится и продолжает праздновать, продолжает веселиться. Люди пьют вино, глинтвейн, пиво, кто что. Но никто не бузит, все улыбаются, все добрые. Это, конечно, после России удивительно. Удивительно. И полицейских не видно. Вот те и пожалуйста. Хотя нет, вот видно и полицейских. Видно полицейских. Ну так же они стоят, улыбаются. Также празднуют, общаются с людьми, веселятся. Позитивная обстановочка вокруг. Люди фотографируются на фоне елочки. Я ему показал. Взрываются петарды и все прочее. Праздник продолжается и 2 января. Это особый день. В Грузии называют его Бедоба – День судьбы. По традиции этот день принято проводить в кругу приятных людей. Ни в коем случае нельзя ссориться и злиться. Считается, что как проведешь этот день, таким и будет весь год. Все, спасибо гостеприимному дому. Спасибо вам огромное. Самый лучший Новый год с хорошими людьми. Потому что... А вот и Рождество. Нам наша соседка Русико рассказала сегодня, что есть такой замечательный обычай, такая традиция в рождественскую ночь зажигать на подоконниках свечи. Я не знаю, насколько видно на камере, но... Везде стоят свечки. Там парень свечи ставит. Везде. Огонек свечи символизирует Вифлеемскую звезду. И вот мы видим, где-то семьи за большим столом собираются, где-то просто горят свечки. Вот такая добрая, хорошая традиция. Спасибо, Русико угостила нас гведзели. Кутя очень нежная, сладкая, вкусная. У нас сегодня настоящее Рождество. Вот такие у нас гостеприимные, радушные соседи. Русико, спасибо тебе, дорогая. С Рождеством Христовым. Мы увидели праздничный Батуми. На этом, я думаю, мы закончим наш обзор. До новых встреч. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Так что веселого, необычного и сказочного года. Пусть Товлес Бабуа принесет желанные подарки, радость и счастье в каждый дом. Подписывайся на канал На Плаву.